Здорово, заплутавшие. Наверное, уже прошло то время, когда никто не знал, что такое AAA. И все игры были, как мы их сейчас называем, инди-игры. Ведь те, кто их создавал, хотели просто показать нам что-то новое и интересное. Иногда менее качественным с визуальной стороны, но при этом пытаясь выкручиваться и вносить свежие идеи в повествование через обычную пиксельную картинку. И после этого начали формироваться наши уже знакомые EA-игры. Но и поначалу все было хорошо, хорошая графика, интересная ее визуализация, но дальше людям просто потихоньку переставали давать интересные идеи и сюжет, а наполнять игру красивой графикой, на которую уходили триллионы долларов. И разделения между инди-играми и AAA стали настолько большими, что они стали разными жанрами в игровой индустрии, хотя это случилось немного раньше, не на триллионах долларов, а на миллионах. И теперь сейчас с выходом 5-го Unreal безумно удобной, приятной проги, уже даже обычные игры стали на пути безумной реалистичной графики. И это удобство поражает. Теперь очень много красивых, но все же очень однообразных игр. Это мне напомнила история с картинами. Знаете, когда-то художники упарывались в максимальный реализм. В середине 19 века, но уже к концу века они устали от этих рамок и начали искать новые пути самовыражения. Это были разные жанры, можно просто сказать, что они были постепенным развитием к абстракции. Но для меня, как и для многих, картины нового времени слишком абстрактные. Но никого не оскорбляя, если равнять с играми, картине, знаете, тяжело самой по себе передать собственный смысл. Говно они, короче. Но вот у игр картинка — это только часть создания, и думаю, с ней, а точнее с ее рамками, надо познакомиться. Реалистичная графика. В первую очередь такая графика — это красиво, черт возьми. Все мы любим посмотреть на красивую картинку с такими мелкими проработанными деталями, но в наше время много тех, кто только на этом и зациклен, и совсем упускают самое главное – повествование и сюжет. Ведь графика и эмоциональная связь через стиль – это в принципе самое важное. Тот же самый Артур Морган, не просто с виду ковбой. Я, по крайней мере, точно могу сказать, что он по-настоящему ковбой. Потому что сюжет, повествование в комбинации с окружениями, стилем, проработанными мелкими деталями и дают мне полную уверенность в том, что он по-настоящему существовал. Ну или хотя бы делают вид, что он по-настоящему существовал. Да и с исторической точки зрения только графически проработанные игры могут дать такой экспириенс. Поэтому это важно, черт возьми. Но просто сейчас в данный отрезок таймлайна большие компании напрочь про это забывают. Но мы все прекрасно знаем, что сейчас происходит с AAA играми, где нам за $100 пытаются пропихнуть очень красивый 4-часовой тир. Когда раньше мы получали за приемлемую цену в первую очередь хороший сюжет, а потом красивую графику. И в этом плане, подчеркну, только нашего времени красопетные игры проигрывают инди-играм. Эмоциональная связь и погружение. Если реализм — это попытка приблизиться к реальности, и наша связь с этим будет заключаться только в том, что мы просто будем ее сравнивать, вся эта привязанность будет исходить именно из этого, то необычная и даже совершенно простая графика может усиливать атмосферу и эмоций гораздо больше. Та же самая Gris с таким акварельным стилем передает ощущение спокойствия и подчеркивает темы игры, красками раскрашивая путь, отображая внутреннее развитие героини. Это очень интересная и красивая реализация, которая передает эмоциональную связь игрока, мира и героини. Ну или скажем что-то позагадочней. Я почувствовал в новой игре Anna Dream BBQ. Может, натыкались на арты или сериалы, я с ней так и познакомился. Сериал точно неплох, его можно посмотреть. Но вот как по мне, именно в игре Энна чувствует себя гораздо лучше. Можете поиграть, она бесплатная. И в ней вот эта не страшная, но загадочная атмосфера переплетается с абсурдностью и сюрреалистичностью, порождая просто бешеный коктейль, который так и хочется выпить.
Каждый мир, в который мы прыгаем, безумно своеобразен, красив, и существа, которые его наполняют, да безумно, безумно. Но скажу заранее, как по мне, это просто двухчасовая демка игры, которая выйдет потом, потому что все остальное, кроме визуального стиля, который протянет вас до конца игры, я уверен, в этой игре, ну просто скажем, окей. И это проект, который находится в самом начале его создания, и поэтому надо просто ждать и смотреть, что из этого выйдет дальше. Но погружение в ней и вправду зачетное. Креативность. Если взять самую главную тему, что дает преимущество стиля перед реализмом, я бы сказал, что это нереальная креативность. Но тут я выбрал игру с подвохом, где креативность пробивается даже через ограничения. Думаю, ничего не надо говорить. Все скажет Team Fortress 2. Вы посмотрите на первую и вторую, разница настолько большая, но про нее немного дальше. Сейчас давайте вспомним, что такое Team Fortress 2. Это командное противостояние. В нем надо соблюдать определенные правила, чтобы ты мог понимать, в кого стрелять, кого убивать. И это правила и рамки, которые нельзя нарушать. Да, сейчас новые разрабы клали на это большой огромный. Давайте сделаем говнообводочку красную, ХП красный, чтобы побольше скинчиков продать. Но Valve подошли настолько креативно к этому вопросу, начиная с проработки силуэтов, чтобы в любой ситуации ты мог их отличать. Прекрасное сочетание цветов, одежды и даже скины, которые сделаны правильно. Потому что есть то, что нельзя перекрывать, и в любой комбинации скинов ты поймешь, кто стоит напротив и за кого он. И даже с такими ограничениями они не добавили сраной полоски, что портило бы геймплей. То есть они смогли проявить нереальную креативность, создать безумно красивую стилизованную графику, и при этом у них были ограничения. Гармония. Визуальный стиль часто отражает суть повествования. Скажем, Грис, для меня более эмоциональная связь. Но вот лучший пример гармонии будет Firewatch. Кто не знает, поиграйте. Я постараюсь не говорить прям сильные спойлеры. Это история Генри. Он жил обычную жизнь, но постепенно она стала распадаться прямо на глазах. Он не мог с этим справиться и пытался убежать. Изоляция, одиночество, огромный лес Шишон, где почти нет людей. Визуально подавляет своей пустотой. Редкие следы цивилизации намекают на то, что здесь кто-то был, но ушел, усиливая чувство оторванности. Яркие краски леса контрастируют с этой пустотой, создавая горько-сладкое ощущение. Мир красив, но Генри в нем один. Это бегство от реальности. Стилизованный, почти сказочный лес выглядит как убежище, куда Генри сбежал от боли. Его нереалистичная красота подчеркивает то, что это не просто место, а метафора его попытки спрятаться. И когда сюжет становится мрачнее, лес начинает казаться угрожающим. Тени удлиняются, цвета тускнеют. Это визуально показывает то, что от проблем не уйти. И единственный, кто с ним хоть как-то поддерживает человеческую связь, единственный цвет в жизни Генри — голос Делайлы. И визуально это отражается в ее башне, которая так далеко. И желтый цвет из ее окон манит, как символ надежды, но остается недосягаемым. И визуальный стиль Firewatch реально притягивает, потому что он правильно вплетен в игру. Яркий, но одинокий лес, теплые тона, смена цвета и тени наступает во время тревожности самого Генри, балансируя уют и напряжение. Вот такая вот прекрасная гармония графики передается в Firewatch. Ностальгия. Ну и в последнюю очередь приятная графика в ретро-стиле вызывает теплое чувство ностальгии и усиливает связь персонажей и сюжет. Это делает игру запоминающейся, несмотря на простую графику, как в Undertale. Но вот простой пиксель-арт, напоминающий классические JRPG вроде Airbound или первых FF-ок, вот представьте, Санс, Папирус, Тарель — это маленькие спрайты с ограниченной анимацией, но чувствуются они живее всех персонажей Veilguard. И много почему. Редкие, но вызывающие движения, ленивая ухмылка Санса или энергичные жесты Папируса
передают их характер без сложных текстур. Пиксель-арт оставляет место для фантазии. Ты достраиваешь детали мира, что делает его более личным, наверное. Пиксельная графика вокруг 8-битные звуки вызывают воспоминания, и даже если ты молод и не играл в те игры, то поп-культура сделала все за тебя, и теперь ретро-стиль ассоциируется с чем-то теплым и знакомым. Ну и конечно, безумно проработанные диалоги и сюжет никуда не делись. Все окружение и графика вместе с ностальгией делают картинку более близкой. А еще работают на тему выбора и человечности, и тут графика на вид самая слабая, но при этом чувствуется такой сильной. Красивая графика — это всегда приятно и интересно, но не когда она перетягивает на себя все одеяло, а когда она не боится экспериментов, чтобы не допустить того самого реализма, который ушел на второй план в картинах, и чтобы всегда в противовес всем этим большим корпорациям стояла свобода креативности и смелых экспериментов. Ну вроде все, спасибо огромное, кто досмотрел до сюда. Хочу пожелать вам красивых видов, и не только в играх. Надеюсь, увидимся еще не один раз.